Всем привет! Вы на канале Soundcheck, и очередной обзор проведу для вас я, Павел Зверов. Сегодня у нас на обзоре наушники от компании TKZK, которые называются Uranus. Uranus это с древнегреческого переводится как небо. Уран это был бог неба в древнегреческой мифологии, отец титанов, первый владыка мира и так далее. Вот. Ну а самое простое, это одна из планет нашей Солнечной системы. Вот и постараемся сегодня разобраться, есть ли в них космос. И если есть, то какой. Это наушники с одним 10-мм CNT Carbon Nanotube драйвером нового поколения. Ну и начнем по традиции с распаковки. Хорошая плотная коробка. На обратной стороне есть все необходимые данные, то есть это 32 Ома импеданса, чувствительность 110 дБ, график АЧХ, который в принципе совпал с тем, что мы в итоге сами намерили. Вот. Ну, открываем. Внутри у нас будет инструкция. Вкладыш вспененный. Кстати, хорошо защищает наушники при транспортировке. С наушниками. И небольшая коробочка, в которой мы найдем кабель, амбушюры и такой вот смешной, довольно-таки забавный кисетик плюшевый. Амбушюры в комплекте идут 3 пары с красным сердечником, 3 с черным. Комплектный кабель идет со штекером 3,5 мм и коннекторами 2 пин 0,78. Довольно-таки стандартными, обычными, на наушниках. И также видим, что двухпиновые разъемы, звуководы металлические, диаметр порядка 5 мм, хороший бортик для того, чтобы держались амбушюры, прикрыты сеточками, имеют очень достойную эргономичную форму, в ухе сидят просто замечательно, сами корпуса небольшие, материал корпусов это полимер, распечатанный на 3D принтере. И фейсплейты сделаны под карбон с золотистым логотипом и еще с медной стружкой для красоты. Ну, выглядит реально очень даже неплохо, красиво. Поэтому за дизайн и, собственно, за саму эргономику, за корпуса можно ставить твердую 5. Чего не скажешь о кабеле, он, в общем-то, тонкий. Двухжильный. В общем-то, что-то подобное я видел. Честно скажу, звучание этого кабеля мне не очень понравилось, потому что с ним они не отыгрывают то, что могут, не показывают все свои возможности. Он довольно-таки здорово кушает детализацию. Вот, поэтому он был очень быстро заменен. Как я уже сказал, звучание на родном кабеле меня не очень устроило, поэтому я взял один из моих любимых. Это IVP-Q40. В народе мы его называем мини-удав. Вот. Хороший модульный кабель с очень хорошим звучанием, с ним становится больше массы на низких частотах, само по себе звучание становится сильно чище, вот. Это очень хорошо позволяет раскрыться этим наушникам, вот. И немножко углубляет сцену. Что касается амбушюр, то я рекомендую использовать BGVP A07. С ними звучание мне показалось очень интересным, благодаря хорошей сердцевинке сопла. Усиливает немножко низы и при всем при этом не режет высокие частоты. Ссылку на амбушюры я добавлю в описание к видео, так же как и на кабель. Что касается кабеля, для подписчиков нашего канала по промокоду Soundcheck39 возможна скидка. Теперь давайте посмотрим на график АЧХ. Это не типичная перебасованная китайская вышка, а более спокойная, нейтральная настройка и с приподнятой серединкой и высокими частотами. Ну а далее давайте перейдем к подробному рассмотрению их звучания. Низкие частоты у Uranus нельзя назвать басхедными, они скорее спокойные и с хорошим телом, плотные. В общем-то, при всем при этом они не лишены массы, хорошо отрабатывают на скоростных партиях. Слоистые и довольно хорошо очерчены и различимы, но при этом без излишней аналитичности и сухости. В общем, качественно, уверенно и спокойно, и слегка отстраненно. Короче, что-что, а басы Уранусы не выпячивают на показ.
Например, в композиции от Lost Cause от Красномур Project Ураносы отлично выдают барабаны, плотно, с хорошим саббасом, хорошо очерченные, сочные, слегка смягченные и теплые, и при этом, главное, очень приятные на слух. Далее, если посмотреть на график, то мы имеем там такую хорошую ямку, что дает нам так называемую интимную подачу, выражающуюся в слегка отстраненном вокале и более глубокой сцене. Эффект 3D довольно ярко выражен. Это очень хорошо звучит в инструментальных композициях. Например, Лука Стриганоли просто завораживает своей гитарой, а живой блюз от Blues Company звучит так, как будто сам присутствуешь на их концерте. Но это имеет и обратную сторону медали в виде недостатка силы и харизмы в голосе у того же Джо Кокера, или недостаточно рычащих гитарах и слегка убежавшем вокалисте в знаменитом Thunderstruck от AC/DC. Зато новый Depeche Mode 2023 года звучит просто отлично. Впрочем, как и все остальное, где хочется глубины и масштаба. Но, как известно, в любой ямке после ее нижней точки начинается подъем. И вот тут герой нашего обзора показывает себя во всей красе, раскрывая задумку их авторов, а именно подъем от 1 кГц. А это чистота и прозрачность. Ощущения такие, как будто смотришь в бездонное ночное небо, без единого облачка, морозным зимним вечером, и можешь различить каждую звездочку. Инструментальные партии с вокалом, как у Кейти Милуа, звучат просто великолепно. Подъем на средних частотах плавно переходит в плато на нижних высоких частотах, многозначительно намекая, что не стоит слушать шепелявых, цыкающих исполнителей, и вообще можно получить коллекцию сибилянтов. Но на деле все обстоит не настолько плохо. Да, конечно, цыки и прочие свистящие-шипящие прелести есть, но довольно умеренные, и не скажу, что они сильно утомляют. Опять-таки, если правильно подобрать кабель и поиграться с амбушюрами, то всего этого можно избежать по большей части. Зато мы имеем богатые, детальные и красивые тарелочки с отличной массой, протяженностью и реверберациями. И лишь изредка, при особо сильном или резком звуке, высокие напрягали мой слух, даже несмотря на мою чувствительность к высоким частотам. Например, Greg Spero Acoustic звучит очень вкусно, и Uranus позволяет полностью насладиться всем богатством и красотой этого автора. Сцена в ТК-ЗК Uranus выше среднего в ширину, но очень хорошая по глубине, очень чистая, с хорошим разделением инструментов, воздушная, хорошо заметен акцент разработчиков именно на этом моменте в настройке наушников. Ну а теперь давайте подведем итоги. К плюсам наушников я отнесу небольшой размер и очень хорошую эргономику, с отличной посадкой в ушах. Очень хороший красивый дизайн. Классные низкие частоты. Прекрасную середину с кристально чистым звуком. И очень хорошие высокие частоты. Теперь поговорим о минусах этих наушников. К ним я отношу комплект, особенно кабель и чехол, и, возможно, рисковатые высокие частоты. Ну а теперь финальные выводы по героям сегодняшнего нашего обзора. Делая модель Uranus, компания TK-ZK, я думаю, хотела сделать не такие, как все наушники. Это немножко нишевый продукт, который ориентирован на любителей деталей, кристальной чистоты и очень хорошей глубины. И здесь Uranus, то есть небо, оно действительно себя оправдывает. В эти наушники действительно положили красивый, чистый, глубокий космос. Можно разглядеть почти каждую звездочку и получить неимоверное удовольствие. Эти наушники можно рекомендовать даже начинающему аудиофилу, потому что благодаря своей детальности, техничности и кристальной чистоте вкупе с обалденной просто-напросто и глубокой сценой, они действительно подарят много радости. В принципе, их можно назвать универсальными. Конечно, с некоторыми оговорками про то, что они скорее не подойдут к какому-то там очень серьезному или скоростному металлу, но для электронной, клубной музыки, для акустической, инструментальной и так далее, рок, ну и, в общем-то, многие другие вещи, они подойдут очень хорошо. Кому я не рекомендую покупать эти наушники? Тем, кто не любит много высоких частот, не любит их слишком детальными, и тем, кто чувствителен к этому диапазону. Также не рекомендуются они к покупке басхедом, потому что какого-то жирного, массивного и очень там серьезного баса вы здесь также не найдете. Здесь он все-таки более скорее детальный и хлесткий. На этом я заканчиваю свой сегодняшний обзор. Всем спасибо, что досмотрели. Надеюсь, он был вам полезен. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет больше. А также хочу напомнить, что у нас есть и другие соцсети, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и очень большой телеграм-канал, на котором более 1000 участников и где можно всегда задать вопрос и получить нужный ответ. Заходите туда, будем рады вас увидеть. Ну и увидимся дальше. Всем пока.